Война. Явление, которое преследует человечество, начиная с первых дней его осмысленного существования. Невозможно представить развитие истории без войн. Они всегда шагали параллельно с человеком. Некоторые мыслители даже описывают мирное время всего лишь периодом отсутствия войны. По мере технологического развития методы ведения войны становились все кровавее и масштабнее. Однако суть войн, от Пелопоннеса до мясорубки на полях Вердена, никогда не менялась. Власть. Именно борьба за власть, подпитываемая интересами различных группировок, будь то религиозных, классовых, национальных, мотивировала людей к взаимному истреблению. Коронованные владыки, монахи в рясах, слуги народа в галстуках, ссылаясь на национальные интересы, оправдывали военные действия. Несмотря на печально известный опыт двух мировых войн и образования Организации Объединенных Наций, которая должна эффективно предотвращать войну, современная эпоха с ее универсальными идеями свободы и прав человека, интернетом, космическими кораблями все еще погружена в этот древний ужас. 2021 год не будет исключением из правил. К вашему вниманию наша команда, основываясь на свой личный анализ геополитической ситуации в мире, хочет представить топ-5 возможных войн в 2021 году. Важно подчеркнуть, что локальные вооруженные столкновения, которые уже присутствуют в странах нашего списка, мы не классифицируем как войны, так как не каждая перестрелка или столкновение на границе считается войной. При вашем желании мы можем посвятить этой разнице целый ролик. А теперь приступим. Друзья, перед началом топа я бы хотел попросить вас подписаться на наш канал, поставить лайки и делиться своим мнением в комментариях. Помогите нашему каналу продвинуться на ютубе и даем слово, что с контентом вас не подведем. Война в Мьянме. Или, как мы с командой решили окрестить, гражданская война в Бирме. С 1 февраля 2021 года мировое сообщество пристально наблюдает за ситуацией в Мьянме. Бывший лауреат Нобелевской премии мира и мать-основательница демократического движения в Мьянме Аун Сан Сuu Кyi была арестована военной хунтой, которая инициировала процесс госпереворота. Сuu Кyi – личность очень значимая в современной истории Мьянмы, которая пользовалась широкой поддержкой большинства народа, который был изнеможен годами жестокого правления хунты. Формально Сuu Кyi не занимала пост премьера и президента. Начиная с 2012 года она держала портфель министра иностранных дел и должность государственного советника, что позволяло ей де-факто руководить страной. Этот статус ей дался спустя многолетней борьбы, где ей приходилось часто сидеть в неволе. Однако военный режим решил пойти на уступки и разрешил провести первые демократические выборы, с условием, что четверть парламента будут занимать лояльные хунте депутаты. И вновь в 2021 году народная избранница оказалась за решеткой за обвинение в коррупции и шпионаже. Народ вышел на улицы за свой выбор и против военной диктатуры. Хунта ответила весьма жестко. Ссылаясь на независимые источники, около 570 человек было убито в ходе протеста, 1000 раненых и 3070 человек было арестовано. Западные СМИ утверждают, что эти цифры могут быть гораздо больше. Общество Мьянмы давно переживает кризис. Еще недавно буддистское большинство поддерживало армию в геноциде мусульман Рохинджа, а уже сегодня встали на баррикады против своих покровителей. Нельзя исключать и тот вариант, что в этом внутреннем хаосе мусульмане Рохинджа захотят взять реванш. Ситуация близится к точке невозврата, где страна может поделиться на 3 враждующих фронта – армию, повстанцев и мусульман Рохинджа. США уже бьет тревогу и пристально наблюдает за гуманитарной ситуацией в стране. Однако превентивное вторжение, которое остановит гуманитарную катастрофу в Мьянме, маловероятно. Китай и Россия уже внегласно стали на сторону хунты, и Совет Безопасности ООН не сможет принять резолюцию о вторжении.
учитывая то, что на недавнем параде в Янгоне журналисты заметили военных экспертов вышеупомянутых стран, которые приехали заключать выгодные военные сделки. Скорее мы получим гражданскую войну, где стороны конфликта будут поддерживаться ресурсами извне. За спиной повстанцев стоит западная коалиция, в то время как Китай и Россия, скорее всего, поддержат хунту, а мусульмане рохинджи вполне могут рассчитывать на помощь диаспоры в многочисленных мусульманских странах. Война в Южно-Китайском море, или же война между Китайской Народной Республикой и Тайвань. После гражданской войны 1949 года остатки армии республиканцев под предводительством Чан Кайши отступили на остров Тайвань, тем самым уступив материковую часть Китая коммунистам. Заручившись поддержкой США, республиканская партия Гоминдань объявила о своей независимости на острове, а также предъявила суверенные права на материковый Китай. США, в свою очередь, борясь с красной угрозой, предоставили гарантии безопасности Тайваню, дислоцировав свой флот. Однако растущая геополитическая и экономическая мощь КНР заставила весь западный мир начать сотрудничать именно с материковым Китаем и признать его территориальную целостность. Де юре Тайвань считается провинцией Китая с особым неразрешенным статусом. Во время Холодной войны, несмотря на столкновения военных патрульных кораблей и мелких перестрелок, крупномасштабной войны удалось избежать. В первую очередь, война была невыгодна для КНР, так как в то время ее флот значительно сильно уступал флоту США, и любое военное столкновение в море привело бы к неминуемому поражению. Однако чаша весов за последние десятилетия начала склоняться в сторону последователей Мао Цзэдуна. Успешные реформы в 70-х годах и дальнейшее экономическое чудо Китая модернизировало всю внутреннюю систему. Китай обзавелся мощнейшей армией с высокотехнологическими вооружениями и многочисленным флотом с авианосцами. Теперь шансы на победу в Южно-Китайском море уравнялись. Самая важная внешнеполитическая цель КНР в 21 веке – это вернуть Тайвань в родную гавань. Ежегодные военные учения в акватории моря все больше и больше нагнетают ситуацию. США с каждым годом уступает свое верховенство в регионе Китаю, и потеря Тайваня станет последним гвоздем в гробе однополярного мира. Новая администрация Байдена старается яростно предотвратить передачу власти в мировом порядке. Отсюда и исходит взаимооскорбляющая риторика на недавних переговорах в Аляске и новый пакет санкций в сторону Пекина. Чем больше США будет продолжать давление на Китай, тем сильнее это будет подталкивать китайцев окончательно утвердиться в азиатском регионе. Время идет, а вопрос с Тайванем все еще не решен, и знаменитое конфуцианское терпение подходит к концу. В условиях продолжительных провокаций в Южно-Китайском море есть вероятность столкновения двух грозных флотов. Помимо этого, Вьетнам, Малайзия, Бруней и Филиппины, которые имели территориальные претензии к островам в Южно-Китайском море, также могут вмешаться в войну. Это событие может войти в историю как самая глобальная морская война в современную эпоху. Война в Корейском полуострове. Государства с одинаковой идентичностью, языком и культурой после Второй мировой войны, попавшие под политическую игру двух сверхдержав в 1945 году, разделились. 38-я параллель, разделяющая юг и север Кореи, перемещает нас на два абсолютно разных полюса. С одной стороны, процветающая страна с высокоразвитой экономикой и свободным образом жизни, в то время как по ту сторону стены колорит Советского Союза, тоталитарной диктатуры и жесткой пропагандой. Главная политическая цель КНДР и Республики Кореи – это объединение, но ни одна из сторон не идет на правильное решение проблемы. На границах постоянно происходят стычки снайперов.
Усложняет положение то, что КНДР считается неофициальной ядерной державой. С 2017 года в Южной Корее было объявлено военное положение, что уже говорит о возможной эскалации. Однако стоит подметить, что встреча двух глав спустя 65 лет в 2018 году состоялась. Они подписали лишь взаимную декларацию о мирных решениях конфликта. Как говорят аналитики, завершение объединения имеет только три исхода. Северная Корея поглощает Южную, Южная Корея поглощает Северную, Север и Юг создают конфедерацию и постепенно идут к объединению. Ситуацию усугубляет возможное наличие ядерного оружия в Северной Корее и ее тестирование. Вожди Северной Кореи используют тактику устрашения и за счет этого фактора имеют давление не только на южного соседа, но и на весь регион в целом. Предполагается, что корейские ракеты могут достичь берегов Японии и военных баз США в Тихом океане. Администрация Трампа в ответ на угрозы решили использовать дипломатию, впервые проведя двухсторонние встречи лидеров обеих стран. Несмотря на достигнутые договоренности и гарантии, смена власти в Белом доме насторожила Ким Чен Ына. Сестра высшего руководителя КНДР Ким Йо Джон выступила с угрозами в адрес администрации президента США Джо Байдена на фоне совместных учений американцев и южнокореанцев. Мы пользуемся этой возможностью, чтобы предупредить новую администрацию США, которая изо всех сил пытается распространить запах пороха на нашей земле. Если она хочет спать спокойно в ближайшие 4 года, ей лучше воздержаться и не распространять вонь на первых шагах. Заявление Ким появилось через несколько часов после того, как пресс-секретарь Белого дома Дженнифер Псаки заявила репортерам, что администрация Байдена пыталась связаться с руководством КНДР по многим каналам, но не получила никакого ответа. Тучи стягиваются над Корейским полуостровом, и контуры войны становятся четкими, как никогда. Американо-иранская война. Одна из вероятных войн данного десятилетия является война США и Ирана. Уже десятилетиями зреет полномасштабный конфликт между этими двумя державами. Истоки данного конфликта берут свое начало еще в прошлом десятилетии. Во время исламской революции и прихода к власти Хомейни, иранский изгнанный шах Пехлеви прибыл в США. Это взбудоражило иранскую общественность, и представители американской дипломатии в Иране были заблокированы в посольстве, и их жизни угрожала разъяренная толпа. Это стало переломным моментом в американо-иранских отношениях. Десятилетиями их борьба носила в основном идеологический характер, и редко происходили вооруженные столкновения. И то данные столкновения были косвенными, воевали между собой стороны, которые спонсировались обеими странами. Новый виток напряженности произошел после подписания между Россией и Ираном договора о развитии атомной электроэнергии в Исламской Республике, а также о поставках вооружений. Однако данный договор был аннулирован ввиду давления США на Россию в 1995 году. Но Иран не отказался от использования энергии атома, что создало новый виток напряженности в 2003 году. Стоит учитывать, что в тот момент американские войска находились в Ираке с целью поиска оружия массового поражения, а тем более учитывая риторику Буша-младшего о присоединении Ирана к оси зла, ядерные часы приближались к полночи. Пререкания длились до 2015 года, когда Иран и страны «шестерки» достигли соглашения по снятию санкций с Ирана и допуску специалистов МАГАТЭ в эту страну. Но пришел Дональд Трамп и заявил, что данное соглашение не соответствует интересам США. Годы переговоров международных специалистов, в том числе европейских, российских и американских дипломатов, были перечеркнуты указом Дональда Трампа в 2017 году. В ответ на это Иран заявил, что будет наращивать запасы обогащенного урана. Апогей достиг в 2019 году, когда произошли прямые столкновения между Ираном и США. В ответ на сбитие своего беспилотного летательного аппарата в районе Персидского залива Ксир,
США произвели ракетный удар по аэропорту в Ираке с целью уничтожения символа иранской военной машины генерала Касема Сулеймани. Подобные события показывают, что ни Иран, ни США не боятся военных столкновений между собой, а две армии и генералитет стран, как цепные псы, ждут, когда их отпустят разорвать друг друга в клочья. Тем более, учитывая то, что американские военные базы разбросаны по региону вокруг Ирана. Развертка сил НАТО может быть проведена в считанные дни, а может и часы. Однако их борьба затронет не только весь регион, но может повлиять на так каковой баланс сил в мире. Все зависит от исхода этой борьбы. Российско-украинская война. И когда они были в поле, восстал Каин на Авеля, брата своего, и убил его. Воистину, братоубийство является смертным грехом. Начиная с 2014 года, после событий Майдана в Украине, череда событий столкнула друг с другом два братских народа, которые бок о бок воевали полвека назад против фашистской угрозы. Аннексия Крыма и образование двух самопровозглашенных республик на Донбассе фактически поставили точку в мирных отношениях России и Украины. Официально страны не объявили войну друг другу, и крупных военных столкновений между регулярными армиями не наблюдались. Аннексия Крыма прошла практически бескровно, даже с подозрениями на то, что Киев сам сдал полуостров. На Донбассе сепаратисты в Донецке и Луганске, не желая терпеть новую власть в Киеве, решили отделиться, заручившись тем самым поддержкой России. Армия Украины, решив подавить мятеж, атаковала незаконные формирования. Режим сепаратистов, или как принято его называть Новороссия, получила оружие, технику, добровольцев и инструкторов при пособничестве Кремля. Две стороны схлестнулись между собой на востоке страны, унеся жизни десятки тысяч людей. После ряда тяжелых сражений в регионе затвердил новый статус-кво и линия разграничения враждующих войск. При посредничестве ОБСЕ в Минске был установлен режим прекращения огня и условия подписания мира. Москва же настаивает на безальтернативности Минских соглашений и в случае полномасштабной наступательной операции Киева однозначно заступится за своих сателлитов. Весной 2021 года на линии разграничения ситуация вновь начала накаляться. Сообщается о потерях с обеих сторон после временных перестрелок. Стороны яростно обвиняют друг друга в провокациях, однако ясно одно – намечается крупный конфликт. Традиционно после 2014 года власти Киева довольствуются активной помощью Западного альянса НАТО под предводительством США. Новый глава Белого дома Джо Байден, который взял курс жесткого сдерживания России, заявил о стратегической важности помощи Украине в ее проблемах. Значит ли это, что при условии войны между Россией и Украиной НАТО официально примет участие в войне? Выводы делать еще рано, так как все понимают риски. Украина погружена в глубокий политический раскол и кризис. Президент Зеленский, который пришел к власти с лозунгами мира и обещаниями договориться с Россией, с каждым днем теряет свою популярность. В то же время Украина стягивает все больше подразделений и технику на восток страны. Россия же проводит массовые военные учения недалеко от российско-украинской границы. Все мировые СМИ пишут о возможной эскалации конфликта и следят за ситуацией. К сожалению, порой самые очевидные действия становятся реальностью. Мы хотим поблагодарить всех зрителей за внимание и искренне надеемся, что наши прогнозы окажутся ошибочными. Ведь война – это великая трагедия. С вами была команда Geoanalytics. До скорой встречи.